Доброе утро! Сегодня мы продолжаем нашу серию видеороликов, посвященных настройке и оптимизации работы компьютеров с UBD Firebird. В этом выпуске мы сосредоточимся на важной теме – создании оптимальной конфигурации для файла firebird.conf, который играет ключевую роль в работе вашего сервера Firebird. Мы подробно рассмотрим создание этого конфигурационного файла, объясним его значение и влияние на производительность базы данных, а также предложим рекомендации по их настройке с учетом специфики вашей системы и рабочих нагрузок. В чем проблема с конфигурацией по умолчанию? Вы используете стандартный файл firebird.conf, который поставляется вместе с обычной версией Firebird и устанавливается через стандартный установщик или репозиторий Linux. Если это так, мы должны сообщить вам неприятную новость. Этот файл firebird.conf далек от идеала для вашей базы данных Firebird. Стандартный файл firebird.conf рассчитан на работу на минимально возможном оборудовании или в среде виртуальных машин. К сожалению, многие его параметры устарели, поскольку были актуальны более 20 лет назад. Однако, если вы используете HQBird с Firebird, ситуация несколько улучшается. HQBird предоставляет файл конфигурации, который гораздо лучше подходит для типичного производственного сервера. Создание оптимальной конфигурации Firebird. Хотите улучшить файлы firebird.conf, а также database.conf под ваше оборудование или виртуальные машины, мы предлагаем вам воспользоваться бесплатным инструментом, который может существенно облегчить этот процесс. Он называется калькулятор конфигурации для Firebird. Этот инструмент способен значительно увеличить производительность вашей базы данных Firebird. Сервис автоматически сгенерирует оптимизированные настройки для вашей системы и, что особенно важно, поможет избежать типичных ошибок, которые часто возникают при ручной настройке Firebird. Для достижения наилучших результатов сервис может предложить дополнительные услуги по оптимизации, включающие глубокий анализ ваших SQL-запросов, структуры базы данных и многое другое. Чтобы начать работу с калькулятором конфигурации, просто перейдите по следующей ссылке. Вероятно, для доступа вам может потребоваться методы обхода блокировок. После регистрации выберите нужную версию Firebird, укажите архитектуру системы, а затем введите параметры вашего оборудования или виртуальной машины, такие как объем оперативной памяти, количество ядер процессора и так далее. Также необходимо указать ключевые характеристики вашей базы данных и предполагаемой нагрузки, общий объем базы данных, размер страницы базы данных и так далее. После чего нажать кнопку «Создать». Когда расчеты будут завершены, вы получите файл с оптимальными настройками. Скопируйте эти параметры и замените их в файлах firebird.conf и database.conf. Прежде чем выполнять замену настроек, убедитесь, что вы полностью убрали следы прежних параметров. Это предотвратит возможные конфликты между старыми и новыми настройками. Очень важный момент. Убедитесь, что в заголовке вашей базы данных параметр PageBuffers равен нулю. Это важно для корректной работы и оптимизации производительности вашего хранилища данных. Если параметр PageBuffers отличен от нуля, значение необходимо изменить. Чтобы проверить наличие этого параметра, вам необходимо выполнить следующую команду в терминале или другом интерфейсе командной строки. Команда, если вы работаете в системе Windows. Результат выполнения команды будет выглядеть примерно так. Обратите внимание на строку с параметрами PageBuffers. Эта строка должна содержать значение, равное нулю. В случае, если в этой строке указано любое другое значение, отличное от нуля, это может привести к тому, что данное значение будет иметь приоритет над настройками, которые указаны в конфигурационных файлах firebird.conf и database.conf. Для того, чтобы использовать параметры, заданные в указанных выше конфигурационных файлах, необходимо установить параметр PageBuffers на нулевое значение. Это можно сделать с помощью следующей команды. После выполнения всех необходимых изменений и настроек вам потребуется перезагрузить сервера баз данных Firebird. Это необходимо для того, чтобы внесенные вами изменения могли вступить в силу и начать применяться ко всем новым соединениям с базой данных. После успешной перезагрузки вы можете заметить значительные улучшения в производительности вашего экземпляра Firebird. Эти улучшения могут включать более быструю обработку запросов, уменьшение времени отклика системы, а также повышение общей стабильности работы базы данных.
На этом этапе мы завершаем текущую часть нашего руководства. Хочу напомнить вам, что в комментариях к этому видео вы можете делиться своими проверенными советами по оптимизации работы компьютера на различных операционных системах. Также не стесняйтесь задавать интересующие вас вопросы и предлагать идеи для будущих выпусков на нашем канале. Ваши лайки и дизлайки очень важны для нас. Каждая ваша реакция помогает нам улучшать контент. Хочу поблагодарить всех неравнодушных, кто нас поддерживает на платформе Boosty. Также в описании будут ссылки на группы в Телеграме и ВК, а также на другие видеохостинги, Рутюб и платформу. До новой встречи в следующем видео.